Приказ 66 положил начало эпохи Империи. Когда победа Республики над сепаратистами в войнах клонов стала очевидной, на полях сражений по всей галактике джедаи подвергались нападению собственных солдат, и лишь немногие избежали чистки. На покрытой густыми лесами планете Атавон-12 Империя построила базу, предназначенную для сборки шагоходов AT-AT. Однако местные жители Авони, несмотря на свою малочисленность, оказали открытое сопротивление имперскому присутствию. Император Палпатин, крайне недовольный задержками в работе, вызванными постоянными нападениями Авони, отправляет на планету своего ученика, чтобы он на месте разобрался с возникшей проблемой. Друг, если тебе нравятся подобные видео, то обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить выход новых роликов, а мы продолжаем. Прибыв на Атавон-12, Дарт Вейдер принимает личное участие в отражении атак на имперский форпост, более известный как база Трепет. Лорд Вейдер, вам незачем так рисковать. Авони не представляют для меня угрозы, генерал Крик. Их гибнет все больше, но несмотря на потери, они продолжают бросаться на стены. Это заставляет наших людей нервничать. Я надеюсь, что ваши разведчики смогут найти и убить их лидера. Возможно, после этого они просто сдадутся. Авони вымирающий вид. Их атаки бесполезны. Я разберусь с ними. Шагоходы – вот ваша единственная забота. Следите за тем, чтобы они были завершены в срок. Император не потерпит задержек, как и я. После того, как разведгруппа не вернулась с задания, Вейдер решил незамедлительно связаться с Сидиусом. Я потерял связь с отрядом, отправленным на поиски лидера Авони. Тебе было поручено ускорить сборку шагоходов, а не воевать. Не пристало мне заниматься таким. Ты забыл свое место, лорд Вейдер. Одержимость джедаями затуманила твой разум. Я чувствую их присутствие здесь, учитель. Я уверен в этом. Ты останешься на базе Трепет, пока сборка шагоходов не будет завершена. И не пытайся ослушаться моего приказа. Как скажете, учитель. Вскоре после этого Вейдеру сообщили, что датчики охраны периметра зафиксировали какое-то движение. Как оказалось, на базу вернулся один из разведчиков, который был тяжело ранен и едва стоял на ногах. Однако перед своей смертью он все же успел сообщить Темному Лорду, что у врагов есть свой джедай. Лорд Вейдер, нам нужно вернуться внутрь и удвоить количество снайперов на стене. Активируйте моего дроида-разведчика. Он отправится со мной. Вы уходите? Вы здесь, чтобы защитить нас. На базе Трепет вы в безопасности, генерал. Сборка шагоходов должна быть завершена к моему возвращению. С этими словами Темный Лорд забирает своего дроида и устремляется вглубь леса, в ту сторону, откуда пришел разведчик. В скором времени Вейдеру удается обнаружить лагерь Авони, и он сходу атакует своих врагов. Ситх быстро разбирается с простыми солдатами и, наконец, сходится в поединке с джедаем. Уже в самом начале схватки Темный Лорд понял, что перед ним недостаточно опытный противник, и ему не составило никакого труда ранить его в ногу. Назови свое имя! Джедай! Хитрость тебе не поможет. Теперь посмотрим, кто ты. Вейдер срывает капюшон с джедая и, увидев косичку, понимает, что перед ним всего лишь подаван. Где твой учитель? На пути к своему звездолету. Скоро он улетит отсюда, и ты никогда не найдешь его. В таком случае не задерживай меня. У тебя сильная воля. Но этого мало. Расправившись с подаваном и забрав с собой джедайский меч, Темный Лорд немедленно отправляется на поиски его учителя, надеясь найти его раньше, чем тот покинет планету. Если у джедая и вправду есть корабль, то он должен быть спрятан где-то на горе Диджанди, поскольку ее вершина находится вне зоны действия наших сканеров. Ему не добраться туда. В это же время с Вейдером связывается генерал Крик и просит его вернуться на базу, поскольку шагоходы отстают от графика, а он не может справиться с рабочими. На что Темный Лорд распорядился казнить нескольких из них, чтобы навести порядок и больше не отвлекать его. Вдруг Вейдер замечает укрывшихся в густых зарослях Авони, которые без промедления открывают по нему огонь. Во время этой внезапной атаки один из солдат запускает в сторону ситха некое устройство,
после чего все нападавшие сразу же убегают обратно в лес. Что это за прибор? Стандартный звуковой излучатель, работающий на инфразвуковых частотах. Если это послание, то оно зашифровано. Это не послание, а призыв. Спустя мгновение колоссальных размеров зверь, которого местные называли Сугати, поднялся во весь рост, намереваясь разобраться с теми, кто его потревожил. Однако перед ним стоял лишь темный лорд, которого он тут же попытался раздавить своей массивной лапой. Вейдер успевает отскочить в сторону и ударить чудовище своим световым мечом. Но, к его удивлению, клинок оказался бесполезным и не нанес Сугати абсолютно никакого урона. В следующий момент чудовище схватило ситха когтистой лапой, отчего тот сразу же выронил свой меч и потащило к своей пасти, намереваясь его съесть. Остановись! Ты отпустишь меня! Мы не враги друг другу. Монстр опускает темного лорда на землю, после чего тот возвращает свой меч и немедленно уничтожает звукоизлучатель. Гора Диджанди. Я не ожидал, что ты так быстро меня найдешь. Мне помог зверь. Да, ты понял, что световой меч здесь бесполезен и воспользовался его единственной слабостью. Сугати легко поддаются обману разума джедаев. Но ведь ты не джедай, верно? Где твой корабль? Корабля никогда не было. Тебе следует беспокоиться о том, что тебя бросил твой зверь. Что? Возможно, снова гоняется за звуковыми волнами. Ты этого не узнаешь! Как только Вейдер отвернулся, чтобы проверить, на месте ли его Сугати, джедай тут же атаковал темного лорда. Ситху удалось парировать этот удар и провести быструю контратаку. Однако джедай обладал достаточным мастерством и также блокировал ответный выпад Вейдера, после чего ударил его тростью, которую держал в левой руке. Несмотря на это, уже в следующей атаке темному лорду удалось разрубить рукоятку меча противника пополам. Какая точность! Ты должен был лишиться руки, а не только меча. К счастью, у меня их два! С этими словами джедай выхватил скрытый в трости клинок и выбил меч из руки темного лорда. И у меня. Ответил Вейдер, пронзая джедая клинком его поверженного подавана. Назови свое имя перед смертью. Хайлан. На языке моего народа это означает хитрец. Ты даже не пытался сбежать. Почему? Возвращайся туда, откуда пришел, и ты все поймешь. Вейдер добивает умирающего джедая, после чего отправляется в обратный путь. Вернувшись на базу, он увидел, что она была полностью разрушена. Когда Вейдер обнаружил лежащий в обломках звуковой излучатель, он понял, что все это время джедай отвлекал его внимание, пока Сугати уничтожал их базу, призванный туда прибором Авони. Погруженный в мрачные мысли, он даже не заметил, как на разбитый форпост прибыл его учитель, Дарт Сидиус. Выслушав Вейдера, он был крайне разочарован тем, что его ученик ослушался приказа и провалил порученное ему задание. Он молча отправился обратно на свой корабль, но на полпути внезапно остановился и повернулся к Вейдеру. Останься здесь и обдумай свое упущение. Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.